наверное, у художника всегда есть идеи, мечты, что самый лучший холст, он впереди будет. Еще лучше и лучше, что еще что-то вот такое свое найдешь. Свою идею, свою тему. Вот я ищу сейчас в поисках темы. Именно так вот и профессиональные художники рассуждают, именно на профессиональный уровень выйти. Не более вот в этих инвалидных выставках участвовать. Именно у меня цель и даже дойти до галерей каких-то. Вот. Для вас существует понятие «воля к жизни»? Да, верно. И вот именно вот люди не сильные, они этим не обладают. И, может быть, еще она закаляется с годами. Чем больше как бы веришь в себя, тем больше она возрастает, это вот стремление к чему-то. Не гашение суициду, а именно вот стремление к жизни, вот она с возрастом возрастает. Когда что-то получилось там, что-то не получилось. Вероника счастливая. Ее детская мечта сбылась. Она хотела стать художником. Мысли заниматься чем-то другим у пермской девчонки-отличницы даже не возникало. Абсолютная уверенность – это ее призвание, то, чем она хотела бы заниматься всю жизнь. Кисти, краски, холст. Целый мир, который создаешь ты сам. Твоя боль, радость, удача и печаль – все там. Кисти, краски, холст. С 14 лет, значит, решила стать. Вот купи мне, мама, краски хорошие, качественные, в художественную школу поступила. Только вот это вот было препятствие, преодоление тоже, что я не могла ходить на другой конец города, куда-то ездить. Но, к счастью, школа переехала поближе, филиал, и я начала уже ходить, аж с 9 класса поздно поступила. До этого в кружки ходила, потом училище. И в Перми было только одно художественное училище, педагогическое, пришлось туда поступать. А потом открыли у нас Академию Глазунова, туда на подготовительные курсы ходила. Потом меня там не приняли, я уехала в Москву здесь поступать. Тоже было преодоление себя. Мне говорили, что я вообще зеленая хожу. Лицо такое было. Вот первые месяцы вот эти вот привыкания к Москве, к общежитию, ко всем вот этим делам пришлось. Но я не уехала, не сдалась, в общем. Закончила все 6 лет. Потом привыкли, уже все сдружились вместе. Уже без Москвы жить не можем. А что вам больше всего нравится писать? Ну вот сейчас вот я темой вот этой вот задалась, как бы, когда у меня серии картин, я вот серию до конца дорабатываю, потом какой-то другой серии. Например, сейчас мне нравятся ангелы, луч света, там разные там сюжетные какие-то композиции. Выехала на пленэр, допустим, куда-то в деревню или куда-то в санаторий мы ездим. Тогда уже пейзаж пишу, переключаюсь. В общем, этапами получается так. Этапный.
Для вас живопись – это… Наверное, жизнь. Это смысл жизни. Когда я не пишу, у меня немножко вот злость. Это то, что я не делаю ничего. То есть творчески реализовываться. Это, наверное, и есть смысл жизни. Потому как я решила с детства быть художником. Для некоторых это как бы не вопрос. Вот это вот. Закончили институт и все забыли. А у меня именно это смысл. У Вероники ДЦП, инвалид 2 группы. Долгое лечение, боль, надежда на выздоровление. После 10 класса сложная операция, неудача. И каждый день борьба с собой, обстоятельствами и снова с собой. Когда у человека есть мечта, он способен выдержать многое. Преодоление, что это для вас? Прежде всего преодолеть себя. Преодолевание себя и путь к себе. Найти и как бы извлечь то хорошее начало, творческое начало и показать людям и выплеск вот этой эмоциональной энергии. Я стараюсь, чтобы она была положительной. Не жалеете, что переехали в Москву? Москва меня сделала как личность. Я считаю, что я много здесь преодолела. От маменькиной дочки я вот, преодолев себя, и все сама как бы достигала в Москве именно. И музеи, экскурсии, сколько всего вот этого узнала только в Москве. Леве 9. В Москве он живет больше года. До этого бывал наездами. Мальчика привозили на лечение. В отличие от мамы, его гораздо больше интересует техника. Разбирается в компьютерах почище любого взрослого. Я лично снимаю шляпу. Вдумчивый, что называется, с характером, но общительный, сами видите. И на банальный, в общем, вопрос отвечает обстоятельно и серьезно. Тебе Москва нравится? Вот на улице бывать нравится? Не очень, А почему? потому что машины. Ты боишься машин? Нет, пацаны своим гадом надымили и уехали. Я хотела на этот гад новую хату. С этим можно только согласиться. Газ нюхать действительно не очень хочется. Убеждаюсь в очередной раз, устами ребенка глаголит истина. Я посмотрела на своих подруг, у них дети хорошие, с такими же заболеваниями. И тут вот, видимо, тоже была травма в детстве, повтор. Или вот наследственная. Лев, а скажи мне, пожалуйста, кем ты хочешь стать? Компьютерщиком, А почему компьютерщиком? потому что я умею в компьютере. Но в компьютерах разбираюсь, и в другой технике тоже. Еще надежды были, вот до года он и вставал в кровати, и все это вот было как бы уже. До 7 месяцев вообще не наблюдали инвалидность. Чтобы поставить потом только к году, он стал сидеть, вот так вот заваливаться, да, проявилось. Вот теперь все, конечно, надежды на него, чтобы его поставить на ноги, хоть как-то, чтобы он ходил. В Москве Вероника и Лева живут одни. Так уж вышло. Папа сказал, не мой ребенок, как всегда, позиция страуса. Сначала кричала, я хочу ребенка, потом в 5 месяцев беременности уже живой ребенок. Иди избавляйся от всасывания плода, это умерщвление. Я уехала в Пермь, там родила. То есть вы с отцом теперь Так, через год пришла, принесла фотографии. Он нет, не проявил никаких вообще инициатив. Я сына родила сентябрьским днем. Забилось сердце трепетно и нежно. Что было грешным до сих пор, вдруг обрело значение вечность. Теперь забочусь я о нем, кормлю и полощу пеленки. Весь мир сосредоточен в нем, моем родном и маленьком ребенке. Расти, родной мой человек,
расти на радости веселье. Пусть будет длинным в жизни век, а мне здоровье и терпение. А что для вас важнее? Мнение окружающих, коллег или то, что называют внутренним цензором? Наверное, все-таки внутренняя интуиция. Лучше всего, сколько у нас художников не приходило в институте, они всегда учили. Ты, говорит, выслушай всех и все равно сделай выводы, потому что они с другой точки зрения все смотрят. У нас, допустим, 5 преподавателей придут, и у каждого разная точка зрения. И они потом как бы это вот тоже вот как бы собрать потом это мнение в одно не можешь. А когда себя слушаешь, то как бы вернее всегда первая, тем более вот мысль, она всегда правильная. Но особенно вдохновение появлялось, когда из темного института выезжаешь, например, куда-нибудь в Суздаль, в Коломну. Мы так ждали вот этого пленэра, чтобы освежить краски. Я по 3 этюда в день писала. О великом и разном городе написано столько, что лучше не повторяться. В Москву едут, как известно, за длинным рублем, в поисках самореализации или за тем и другим. Москва принимает всех, но не всем нравятся правила игры. Благополучная Москва – сочетание воли, удачи, веры в себя и готовности в любой момент начать заново. Слабых столица не любит, даже не наказывает, просто забывает. И остается человек в пределах МКАДа, и вроде как жизнь продолжает. Только тоски по упущенным возможностям все больше, а силы здоровья наоборот. Каждому свое. Для вас Москва тяжелый город? С одной стороны тяжелый, а с другой стороны вот легко. Именно вот таким, если ты уже попал как бы в это, то двигаться дальше, поддержка вот этого. Наверное, все-таки зависит тоже от удачливости. Кто-то может всю жизнь пройти и так и все прожить, и ничего не получить, то, что хотел. А многим вот в струю попасть, самое главное, как говорили. В столице трудно быть оптимистом. Ох, как непросто, даже мужчине. Но Вероника сильная. Особенно вот когда появилась тут угол в Москве, хорошо стало. Я как бы чувствую, что здесь в своей тарелке. Москва для меня мой город. Вот я нахожу всяких людей, там помогают, этих вот компьютер подарили, там кровать вот эту подарили, там мебель подарили, в общем, рождественские подарки, какие-то велосипеды, 20 тысяч стоит, ведь не дешево, все это как бы подарки получается. В общем, Москва благоприятствует мне. Также вот в плане вот продажи я не скажу картин, но все-таки все равно появляются люди, там знакомые какие-то, все равно помогают в плане вот продается иногда. Это все поддерживает. И вообще Лужков очень здорово здесь поддерживает все это. Проблем, конечно, хватает. 8 лет уже ребенку, он все больше и больше. Еще и сопротивляется, тоже борьба теперь с ним идет. Не хочу, не буду. И так сойдет. Мы теперь боремся. Все это проходим заново. Ему было 5 лет, мы приезжали в Москве. Так я 4 раза в зоопарк с ним сходила, 3 раза в Третьяковку. Там все его переводила, но он из этого запомнил только лифт. Ему кнопки больше нравятся. Но я зато сама с ним сходила, посмотрела все эти выставки. Парк культуры Горького мы весь обошли. Там было энергии много. Сейчас вот это самое как-то поменьше уже. Вероника пишет. Пишет при первой возможности. Условия сами видите, но таковы правила игры и обстоятельства. Жаловаться, винить кого-то и тем более просить не в ее правилах.
Она считает, нужно просто двигаться вперед и ни в коем случае не сдаваться. Вот на кухне, на общей, на стиральной машине, на этюднике, где вот это все, у всех там вещи стоят, и мои тоже. Приходится. Пока Лёва учится, здесь у него учительница приходит, и я там работаю. Вот. Бывает здесь, когда небольшие какие-то холстики, но маслом все равно пахнет, масляной краской, приходится там. Если какими-нибудь другими материалами, вот сейчас акрилом там разные пробую. Вот. И дай бог, чтобы хватало и на краски, и на холсты, и на подрамники. Тогда можно творчеством заниматься. А вы не жалеете, что ваша жизнь сложилась так, как сложилась? Наверное, нет, не жалею. Только бы каких-нибудь улучшений бы хотелось в плане того же здоровья, в плане вот жилищных, может быть, условий, там, мастерской, чтобы независимо работать, чтобы дальше развивать, я бы даже студию бы открыла в дальнейших перспективах. Что-то как изменить. А так, не жалею, все так сложилось. Значит, так дано как бы судьбой это все пройти. Если бы я этого не прошла, я бы не додумалась до многих вещей. В общем, мне не пришло бы некое понимание вот этой вот жизни. Вокруг все-таки больше злых или добрых людей? А смотря кто каких притягивает. Когда вот ко мне цеплялись вот эти вот чисто вот негативные энергии, то как бы свое притягивает свое. Я их просто лишь стенку перед ними ставила, наподобие что-то. Вот, и они просто сейчас уже не приходят, те люди вот злые. Сейчас только добрые притягиваются. Насчет добрых людей. Так было не всегда. Вероника не понаслышке знает, что такое комплексы, депрессия и, скажем так, не совсем адекватное отношение тех, кто окружал ее в домосковский период. Вот в Москве я уже не почувствовала этих комплексов. Там в провинции больше обращают внимание. Но хотя я училась в обычной школе с обычными детьми, до 8 класса учительница настроила, все меня оберегали, там защищали. Раньше с звонка выпускали, там, обедать и так далее. А после 8 уже появилось, что меня именно травили. Я не хотела вообще в школу идти. В художественную школу ходила, а вот в эту никак вот. Травили? Травили именно. Вот по фамилии обзывали, так косо смотрели. Нас соединили оба класса, и тогда уже вот эти мальчишки были уже не те. Я прям полгода пропустила, так оценки вывели. Хотя я шла на серебряную медаль, не захотела вообще это вот дальше идти. Была депрессия вот такая вот в школе. Именно вот в юношеском состоянии пережить вот это надо. Почему подростки бросаются вот самоубийством? Что вот 17 лет это самый такой. Но потом пережила, на операцию съездили в Курган. На ноге операцию съездили. У меня там уже подъем был после аппарата Елизарова, больше так, вообще без комплексов. В тот момент была окрыленность, когда сняли этот аппарат, как капкан, с тебя снимают и уже улетаешь. И на УШУ ходила, и на работу устроилась, на газнак открытки рисовать. Даже без образования приняли. Сумерки, фиалка на окне голубеет, контуры размыты. Многие живут, как я, забыты. И мечтают только об одном, чтоб любили их, не забывали, те, которых нежно воспитали. Ждут письма или телефонного звонка, в доме уж повисла тишина, часы лишь тик-тик-так, сердце не смиряется никак, ждет и ждет детей своих любимых, а они, наверное, забыли, как тоскливо матери одной, ночью и вечернюю порой. Присутствует ощущение того, что вы уже состоялись как художник. Если бы у меня были выставки там где-нибудь за границей, тогда бы я и в ЦДХ там имела бы возможность. В Москве
Ну, во многих престижных местах, тогда бы я сказала бы, что я состоялась. Может быть, когда-нибудь это и скажу вот так, состоялась. Но я думаю, что по выставкам ценится художник, по его отчетности. И даже после выставки как бы вот этот результат отдать. Кто-то думает, творец должен быть голодным. Кто-то убежден, только достаток поможет художнику раскрыться полностью. Наверное, неправы и те, и другие. Художник должен просто быть. А дальше судьба. Вероника есть. И есть Лева. А еще Дед Мороз, который должен на день рождения подарить ему ноутбук. Иначе какой же он Дед Мороз? Есть планы новых картин, радость творческих удач и преодоления. Каждый день. Кисти, краски, холст. Я всем своим героям в финале беседы задаю один и тот же вопрос, и ответы бывают очень разными. Вероника, что нужно, чтобы быть сильным? Выдержать, наверное, вот эту жизнь и пройти спокойно, не нервничать и дальше двигаться. В общем, не обращать внимания на то прошлое, а на настоящее, на будущее и вперед. Я стараюсь. То есть не замечать ни обид, ни каких-то этих, не копаться в прошлом, а дальше как-то вот стараться двигаться, вот это вот. Преодолеть то, чтобы не копаться в худшем, надо на лучшее обращать внимание. Также и окружать себя людьми успешными, тогда и у тебя успешность придет в жизнь. Я так считаю. Перечитав много книг, конечно же, не просто так мудрость приходит с годами.